Здравствуйте. Продолжаем цикл Kubernetes для начинающих. Все видео, которые к этому циклу относятся, будут в соответствующем плейлисте на различных видеоплощадках. Это ВК-видео, YouTube и Рутюб. Ну а также у меня в Telegram-канале. Хочу сразу сказать, что развернутые ответы я даю редко, и большинство из них в телеге, потому что на остальных площадках я стараюсь практически не отвечать. Времени на это нет. В предыдущем видео цикла мы с вами рассмотрели такое понятие, как под, что это такое, зачем и почему. Понятно, не настолько глубоко, как бы хотелось бы, но, повторюсь, у нас недостаточно знаний на данный момент, чтобы так вот глубоко нырнуть и все рассказать. Так, по поверхности. Но самое главное, надеюсь, что вы поняли, что под это вот основной элемент, вокруг которого мы дальше будем плясать. То есть это приложение, которое в итоге запускается. Вы, наверное, обратили внимание на то, что у пода есть некоторые недостатки. Под не поддерживает горизонтальное масштабирование, автоматическое горизонтальное масштабирование. То есть вы запустили один под, это один экземпляр приложения. Если вам нужно делать горизонтальное масштабирование, вам нужно руками самостоятельно запустить другой под где-то там. Этот под будет уже иметь другое имя со всеми вытекающими последствиями. И, в общем-то, ручное горизонтальное масштабирование – это не то, ради чего задумался Kubernetes. Кроме всего прочего, мы, используя один под приложения и ручное управление, мы не добьемся, скажем так, отказа устойчивости приложения. То есть хотелось бы, чтобы у нас была какая-то вещь в кластере Кубера, которая бы за нас ела конфеты. То есть управляла подами, брала на себя функцию масштабирования, перезапуска подов, и так далее и тому подобное. То есть управление подами. В Кубере предусмотрены контроллеры, которые позволят вам сделать отказоустойчивую систему. И, соответственно, в Kubernetes API описаны соответствующие поды, то есть кинды, которые мы можем использовать для этих целей. Это контроллеры Replica Set, Stateful Set, Deployment и Daemon Set. В данном видео мы с вами будем смотреть, что такое Deployment, для чего он и как им пользоваться. Deployment используется тогда, когда вам нужно управлять так называемыми stateless приложениями. То есть приложения, которые не сохраняют свое состояние в самом приложении. То есть они сохраняют состояние в каких-то внешних базах данных, файловых системах, кэш или что-нибудь такое. И, соответственно, если вы это приложение завершите и запустите его работу, то не суть важно, как вы это сделаете, потому что состояние он подтянет из внешнего хранилища. Конечно же, можно делать при помощи deployment управление stateful приложениями, но это, во-первых, неудобно, и, во-вторых, для этого потом предназначена совсем другая конструкция в Кубере, о которой мы поговорим позже. Это обычно stateful set. Поэтому deployment, запомните, deployment предназначен для stateless приложений, для приложений, не сохраняющих состояние. Традиционно в Kubernetes API описано, какие поля вы можете использовать в манифесте деплоймента. Ссылочка приложена. Здесь, как обычно, мы указываем API version. В данном случае это будет не V1, а APPS V1, в отличие от пода, если вы помните. Kind у нас будет deployment. А дальше стандартно. У нас есть раздел metadata, у нас есть раздел спецификация деплоймента, и у нас есть раздел статус. Статус, напоминаю, там служебная информация, мы туда руками не лезем. Мы обычно смотрим, что там находится. Поэтому написание манифеста деплоймента, оно начинается с того, что мы указываем API version, в нашем случае app v1, дальше kind deployment, дальше metadata. В metadata традиционно указывается имя деплоймента. Обратите, пожалуйста, внимание, это не имя пода, это имя деплоймента, это другая сущность, у нее свое имя. Вы можете указать, а можете не указать namespace, в котором будет находиться данный деплоймент. Напомню, что если вы namespace не указали, то по умолчанию он будет размещаться в namespace default, это нехорошо. Поэтому обычно либо пишут в манифесте явно, либо при вызове программы kubectl явно указывается namespace, вы хотите задеплоить deployment. Да, вот так забавно звучит, задеплоить deployment. Традиционно, если говорить о хороших манифестах, нам потребуются метки, labels. То же самое, как я вам рассказывал про под. Есть так называемые правила хорошего тона, и их нужно соблюдать не только в поде, но и во всех остальных компонентах
кластера Кубера, если, конечно, они там предусмотрены. Ну, соответственно, labels у деплоймента предусмотрены, мы их явно указываем. Здесь будет, опять же, две лейбл, это app и version. App будет Nginx, версия 1.27.5, как и в поде. Единственное, что я здесь начал пользоваться такой фишкой, это фишка, особенность именно YAML формата, YAML описания, так называемые якоря. Дело в том, что нам в дальнейшем нужно эти лейблы будут там дальше вот повторять, их несколько раз придется повторять, и чтобы каждый раз их не писать вручную, ну, допустим, вам придется изменить там 1.27 на 1.27.6, допустим. И чтобы не писать потом в манифесте, все это не переписывать вручную, можно использовать так называемые якоря. Якорь — это некое имя с амперсандом перед ним. Это означает, что, ну, грубо говоря, переменная. То есть мы определяем переменную под названием app, присваиваем ей значение Nginx. Ах ты, елки-палки. Соответственно, здесь мы определяем переменную version, присваиваем ей вот такое значение. Это очень похоже на C, да, указатели и так далее. Ну, кто C, C++ знает. Похоже, да? Вот, соответственно, если нам нужно потом где-то подставить Nginx, мы просто через звездочку, через указатель на переменную, да, C, родная сишечка, вы просто подставляется вот здесь именно будет Nginx, а здесь аналогично мы ссылаемся на переменную version и, соответственно, ее имя. А дальше у нас идет раздел spec, то есть спецификация нашего деплоймента. Здесь на самом деле будет много разных параметров, о которых мы с вами потом отдельно будем говорить. Некоторые мы увидим в этом видео, но большинство, конечно же, мы будем встречать по ходу изучения пьесы в других видео. То есть сразу все в одном видео я вам, естественно, не дам, потому что, повторюсь, много нужно знать, чтобы понимать, о чем есть здесь, ну, о чем здесь говорить. Но, во-вторых, много этого и не нужно, на самом деле, вот в регулярном использовании деплойментов. Ладно, итак, репликас. Количество подов, которые будет запускать наш деплоймент. То есть, видите, мы говорили, что деплоймент будет запускать, предназначен для запуска подов. При помощи репликас мы указываем сколько. В данном случае, конкретном случае, будет 3. Затем мы с вами должны указать, как деплоймент поймет, за какие поды он отвечает. Дело в том, что в Кубере вот эти все связи, ну, основные связи, кто кому куда-то хочет обратиться, они основаны на метках. То есть мы здесь метки ставим не просто так, а потому что это надо. И вот здесь в разделе Selectors мы можем указать, как отличить те поды, за которые отвечает deployment, а именно при помощи Match Labels мы говорим, что если у пода есть лейбл app Nginx и version 1.27.5, обратите внимание, и то, то этот деплоймент отвечает за данный под. Повторюсь, вот дальше в Кубере вы все увидите, будет построено на метках и ссылки на метках. То есть мы не будем использовать имена. Крайне редко используются имена каких-то сущностей. Это я даже не знаю, почему, это какая-то аномалия, ну вот она иногда встречается. И дальше при помощи template мы указываем, как вы поняли, шаблон пода. Тут небольшая магия. Вот в прошлом видео у нас был с вами под, мы его подготовили, да, мы с ним работали. И теперь для того, чтобы добавить вот этот под в манифест деплоймента, нам нужно сделать две вещи. Нам нужно просто вот эти первые две строчки удалить, все остальное тупо скопировать. Вот прямо просто копируете, да, вот эту часть из указания API. И дальше вы это вставляете в манифест пода вот сразу после template. Значит, я это вам сейчас показывать не буду. У меня, естественно, есть готовый темплейт. Вот обратите, пожалуйста, внимание, после template я, вот видите, полностью манифест пода вставил. Естественно, у нас должны быть отступы. Да, это YAML. Здесь отступы, как и в Python, играют роль, очень большую роль. Поэтому, да, мы это все сдвинули, благо большинство вот этих вот сред разработки позволяют сдвигать сразу все целиком на определенные позиции. Единственное, что labels я тут заменил, в отличие от того, что там было написано прямо, я просто опять использовал вот эти якоря. А все остальное это вот тот же самый под, который мы с вами создали в предыдущем видео. Вот и все создание деплоймента, описание. Повторюсь, видите, все крутится вокруг пода. И деплоймент тоже. Ну что ж, как видите, создание манифеста деплоймент было несложно. А теперь нам нужно этот деплоймент запустить.
Соответственно, мы используем kubectl apply f, директория манифест, файлик 0.3. Вот мы его запускаем, он пишет, что он deployment created. И давайте посмотрим, что же у нас там происходит. На сей раз я в namespace work, когда указываю get, я не указываю конкретный ресурс, который там нужен, а я указываю магическое слово all. Покажи мне все ресурсы. На самом деле это не все ресурсы, а определенные, которые нужны для работы с приложением в базовой, скажем так, версии. Вот смотрите. Видите, get all. Что он нам выдал? Ну, понятно, deployment. Вот мы deployment там запустили, он там что-то работает, пытается что-то сделать. Deployment запустил 3 пода. Ну, вернее, как запустил, они сейчас там запускаются, скачиваются, pull image делается и так далее. Понятно, мы 3 пода заказали, вот deployment как бы запустил. Но тут есть еще какая-то реплика set. Что это такое? Откуда? Вы ни про какую реплика set ничего не писали. Для того, чтобы понять, что такое реплика сета, откуда она взялась, давайте вернемся к той картиночке, которая у нас осталась с предыдущего видео. Я тут немножко ее подрихтовал, более, так сказать, ровные стрелочки сделал, да, фэншуй навел. Давайте вспоминать, что же у нас происходит. Так, смотрите, мы, как пользователь, при помощи kubectl сделали манифест деплоймента и кинули в Kubernetes API. Kubernetes API манифест деплоймента сохранил в базе данных. Дальше у нас, помните, есть такая штука, контроллер, который с определенной периодичностью что-то там смотрит в Kubernetes API, ну, то есть в базе данных через Kubernetes API. Как я уже говорил, этот базовый контроллер Kubernetes на самом деле состоит из много разных контроллеров. То есть, несмотря на то, что это одно приложение, но контроллеров внутри много. В том числе есть контроллер деплоймента. То есть приложение, которое отвечает, которое смотрит манифесты деплойментов вот здесь в Kubernetes. Соответственно, когда контроллер деплоймента обнаруживает, что здесь появился какой-то новый манифест деплоймента, он на него реагирует. Что делает контроллер деплоймента? Контроллер деплоймента создает манифест репликасет. Это вот та сущность, которая у нас репликасет, о ней чуть позже поговорим. Создает манифест репликасет и кидает ее обратно в кубер, в базу данных. Дальше есть контроллер репликасет, который в свою очередь следит за манифестами репликасет. Он видит манифест репликасет, в которых-то на самом деле в репликасетах указаны поды, которые нужно запустить. И контроллер репликасет создает 3 манифеста, в нашем случае у нас там 3, да, будет 3 пода. Он создает 3 манифеста подов и кидает их, соответственно, вот сюда в базу данных. То есть появились манифесты подов. Дальше у нас планировщик. Планировщик следит за планами командования. Он видит поды. Он видит, что эти поды не имеют поля у себя в описании, на какие ноды кластера они назначены. И планировщик что сделает? Ну, там по своим соображениям он эти поды на какие-то ноды кластера распределяет. Пишет соответствующую информацию в манифесты, добавляет. Помните, служебная информация там у нас есть. И на этом успокаивается. После этого у нас уже кубилеты смотрят, что ух ты, вот тут появился под, который назначен на мою ноду кластера. Давай-ка я его запущу. Ну и, соответственно, у нас кубилеты на разных нодах кластера запускают соответствующие поды. Это может быть один под на каждой ноде, это может быть там все 3 пода на одной ноде. Мы этого сейчас не знаем, потому что за это отвечает планировщик, который говорит куда чего. То бишь, понятно, да? То есть из нашей картины мира, вот этой вот, которую я вам рисовал, деплоймент никак, ну, в общем-то, не выходит за пределы этой картины мира. Просто там появляется промежуточная сущность, которую он создает. Вы видите здесь много разных буквок, да? Не обращайте внимания на то, что здесь написано. Это больше план для меня о том, что я хочу вам рассказать. Ну, типа сценарий. Я могу не придерживаться данного сценария и нести от себя любую пургу в любой момент. Ну, план, он для этих целей служит, чтобы просто указать направление. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, задача репликасет обеспечить работу заданного количества реплик-подов, описанных в деплойменте. То есть, деплоймент создает объект репликасет, вот он у нас появляется, а дальше у нас появляются уже поды, которые создает репликасет. Обратите, пожалуйста, внимание на именование, да? Вот наш деплоймент называется first deployment. Мы ему явным образом дали имя в манифесте.
Но реплика сет и поды манифеста создаем не мы. Мы не можем им задать, скажем так, имя явно. Но тут вступает автоматика, автоматическое, скажем так, наименование. И у реплики set будет my first deployment и тире какое-то там ID. Да, какое-то ID, которое там случайным образом генерируется. Соответственно, когда реплика set создает поды, она вот к этому имени добавляет еще уникальный какой-то идентификатор пода. Поэтому у наших подов будет вот такое забавное название. Кстати, из названия пода мы теперь с вами поймем, что это под не сам по себе, который вот тут вот код гуляет сам по себе, да, а это под, который был создан при помощи, в данном случае, реплика set, потому что, ну, мы видим реплика set и deployment. Как я говорил чуть раньше, реплика set понимает, какими подами она управляет, тоже при помощи селектора, да, то бишь при помощи метрик. Вот команда kubectl, которая в namespace work получает реплику set. Соответственно, здесь реплика set будет отличаться от того имени, которое здесь, потому что, ну, хотя, удивительно, но то же самое имя создалось. Прикольно. Не знаю почему, честно признаюсь, не знаю почему так получается, что то же самое имя создалось. Так вот, при помощи kubectl мы с вами можем при помощи команды get взять информацию по любой сущности. Здесь явно указывается реплика set apps. Можно на самом деле писать не только так, можно писать, например, реплика set myFirst, то же самое будет. А можно писать сокращенно, там, rs, например, вот таким образом. Ну, на самом деле, вот как команда get и указание элемента, который она будет брать, ну, тут много вариантов. Можно, не мудрствуя лукаво, просто скопировать то, что мы здесь получили, и подставить. А дальше мы при помощи параметра output указываем, а в каком формате нам выводить значение, вернее, что выводить в результате работы команды kubectl get. В данном случае мы говорим, что у нас будет использоваться JSON path, то бишь мы с вами будем выбирать какую-то часть из JSON. Напомню, что манифест, который мы храним в базе данных, мы можем его создавать как в виде YAML файлов, так и JSON-чиков. Ну и, соответственно, мы можем получать информацию оттуда как в YAML формате, так и в виде JSON. В данном случае мы при помощи параметра JSON-path говорим, что нас из манифеста интересует раздел spec, селектор. Ну, смотрите, вот манифест, да, вот раздел spec, селектор. Можно через точку вот так явно указывать. Но в данном случае не deployment, а реплика set. Мы это берем эту информацию. Вот. Ну и GQ это красиво рисует, соответственно, JSON. Соответственно, вот видите, мы видим, что у нас реплика set будет управлять теми подами, которые имеют соответствующие лейблы. Это app-nginx и version. Здесь появился дополнительный лейбл под template hash, который добавляется автоматически. Это, ну, чтобы, знаете, вот уже конкретно гвоздями прибить соответствующие поды, которыми мы управляем. Значит, ни в коем случае вот это удалять не надо, редактировать не надо. Знаю я, многие начинают редактировать, хотя у вас ничего не получится, но на всякий случай не надо. То есть это автоматически созданный лейбл, который система использует для более конкретного указания, что у нас за поды. Там на самом деле все сложно, если говорить о кубере. Там могут появиться так называемые поды-сиротки. То есть вы могли убить, например, там deployment, убить реплику set, и по каким-то правилам, которые вы там случайно, ну или специально задали, поды могут не убиваться. Это сложная материя, мы сейчас об этом говорить не будем. Поверьте, могут появиться поды-сироты, и вы можете их потом как бы, ну, присоединить к существующим реплика-сетам. Проще их убить и родить по новой на самом деле, поэтому углубляться не буду. Ну, соответственно, прямая связь, прямая зависимость от деплоймента к реплика set и от реплика set к поду, понятно, происходит при помощи, соответственно, меток. Но существует еще обратная связь. Дело в том, что у нас в каждом ресурсе, в данном случае, будет прописан хозяин, кто им управляет. Есть специальный раздел, называется Owner Reference. И вот, допустим, если мы берем нашу реплика set и посмотрим раздел Metadata Owner Reference, то мы с вами увидим, кто управляет нашей репликой set. И что мы с вами видим? Мы видим, что хозяин нашей реплика set это kind deployment с юидом, соответствующий уникальный юид там у каждого элемента есть.
Вот, и мы понимаем, что вот это вот у нас хозяин наш. Многие приложения, которые имеют там графический интерфейс, какой-то интерфейс, они обычно показывают, и в том числе ссылка на хозяина, вы это увидите и в линзе, и в ранчере, ну, в общем, везде это показывается. Вот, соответственно, мы можем с вами все то же самое, но и в подах посмотреть. Давайте имя пода уж точно будет отличаться, это 100 пудов. Значит, возьмем какой-нибудь под, первый попавшийся. Вот. И тот же самый поле reference, посмотрим, кто же является хозяином нашего пода. И мы видим, что да, видите, обратно у нас реплика set с соответствующим UID, соответствующим именем, она является хозяином нашего пода. То есть у нас четко прослеживается и прямая связь, которую мы явно видим и при помощи labels организуем, ну и обратная связь от потомка к родителю при помощи соответствующего поля в разделе metadata. Теперь поговорим о следующей важной части, это рестарт приложений. Достаточно часто приходится делать рестарт. Делается он обычно несколькими способами. Вы можете изменить содержимое шаблона пода в деплойменте. То есть зайти прямо в манифест и ручками отредактировать. Ну или вручную есть такая команда kubectl rollout restart, которая перезапустит приложение. Значит, мы с вами в предыдущем видео пытались редактировать под вручную, мы там пытались заменить версию контейнера, которая используется, и потом применить его. И мы получали сообщение об ошибке. То есть для того, чтобы рестартануть приложение, нам приходилось убивать под и создавать его по новой. И это мы делали руками. В нашем случае вот это убиение и создание пода, деплоймент, вернее реплика set, ну там сейчас увидите, там на самом деле хитрая картина, делает уже автоматически. То есть, если мы сейчас зайдем в манифест деплоймента и изменим версию того же самого контейнера Nginx вместо 1.27.5 на 1.27.4, то и применим этот манифест, то деплоймент сам все за нас сделает. Конечно же, можно использовать прямо в командной строке при помощи kubectl. Есть команда set, которая позволяет заменить image в соответствующих там сущностях. Ну, в данном случае мы пишем заменить image, установить, вернее, image в деплойменте таком-то у контейнера с названием Nginx. Вспоминайте, когда мы рисуем под, у нас есть контейнеры, да, и вот это имя. Не Nginx, название, соответственно, уже контейнер, да, а вот название внутри, контейнера внутри темплейта пода. Вот это имеется в виду, вот этот Nginx. Соответственно, мы здесь говорим, что вот у этого Nginx заменить image на вот там какое-то другое значение. Да, можно такие фишки сделать. Можно, например, kubectl edit. Прямо вот вручную у вас откроется редактор по умолчанию VI. Ну, вернее, как есть специальная переменная среды окружения. По-моему, editor, так она называется. Который указывает, какой редактор открывать. Вы прямо вот меняете содержимое. Нажимаете Save. И у вас уже в кубе хранится другой вариант пода. Можно так делать, но это нехорошо. Значит, приучите себя к мысли, что ваше состояние вашего кластера должно быть в какой-то документации, грубо говоря, в каких-то файлах. У нас в качестве документа состояния кластера это файлы манифестов. То есть приучите себя работать через манифесты. Эти манифесты вы будете хранить, скорее всего, где-то в гите, а потом натравите на гит какой-то инструмент Continuous Delivery, да, который будет брать вот эти манифесты, проверять на соответствие ваш кластер и, в общем-то, приводить все в порядок. Ну, тот же самый Argo CD, например, там, или Flux умеет такие вещи творить. Вот, поэтому приучите себя к мысли, что руками лезть туда, вот при помощи команд kubectl set, kubectl edit и прочее, но это крайний случай, когда вам нужно вот что-то вот очень быстро, чтобы вот моментально вот, или проверить, но потом не забыть вернуть обратно. Но это еще при условии, что у вас не стоит, например, тот же самый Argo CD, который все ваши изменения тут же применит согласно тому, что находится в гите. Ну, вы поняли, да? Руками мы туда не лезем. Все через манифесты. Соответственно, давайте посмотрим, как это делается. Вот я сделал новый манифест. Этот манифест ничем не отличается от предыдущего деплоймента. Единственное, что вот здесь, где он тут у меня, Nginx, видите, я поменял версию 1.27.4. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, вот эти якоря
нельзя использовать в строках значений, которые, вот, ну, допустим, хочется, да, вот использовать вот так. Ой. Но так нельзя. Ой. Так нельзя. Приходится вот явным образом писать. Ну, соответственно, у меня вот такой манифест, который отличается от предыдущего только тем, что поменяется вот здесь image контейнера. Кроме всего прочего, у меня здесь есть приложение под названием Линза. Сейчас давайте попробуем подключиться к кластеру. Что-то у меня не подключается. Вот он подключился. Соответственно, мне просто удобнее работать через линзу. Про линзу вы можете сами потом почитать в интернет, найти ее. Есть коммерческая линза, которой я пользуюсь. У коммерческой линзы есть лицензия, которая стоит $0. $0, если вы используете их в компаниях с оборотом меньше, по-моему, $10 миллионов. Это не мой случай. Если бы у меня был оборот $10 миллионов, я тут не сидел и не рассказывал вам бы эти чудеса. Вот. Но если кто-то считает, что все коммерческое это фу-фу-фу, ну, есть OpenLens, которая бесплатная реализация данной линзы. Но я предпочитаю, повторюсь, пользоваться вот этой линзочкой. Настраивается она элементарно, ничего сложного там нет. Вот, соответственно, есть тут 3 наших пода. Я сейчас применю манифест, и вы увидите, как у нас тут пойдет чехарда с этими подами, как они будут работать. Это очень важно, мы потом отдельно коснемся того, как это будет делаться. Итак, соответственно, у меня новый манифест, я его применяю. Не, можно, конечно, не в линзе, можно смотреть вот так, watch, команда watch, и дальше kubectl, n, work, get all. Это будет то же самое, но, повторюсь, в линзе мне просто тупо удобнее смотреть, что происходит. Вот смотрите, что происходит. Видите, появился новый контейнер, который у нас там pending. Это версия 1, то есть 4, там 27.4, да. Вот он запускается где-то на worker ноде 1. Вот он запустился. Дальше у нас должны сработать liveness пробы. У нас, напомню, там в init контейнере, который init. Видите, init my service, exit code 0. Очень удобный инструмент, все показывает. Там была задержка 10 секунд. Сейчас у нас liveness пробы, там еще, по-моему, 10 или чем-то секунд у нас. Все, он запустился. Новый контейнер, видите, 3 секунды. И один из старых контейнеров был deleted. Сейчас у нас запускается другой контейнер новый. Видите, pending уже на VR2, на worker ноде 2. Он запускается. Точно так же там 10 секунд туда-сюда. Ну, придется подождать, что уж делать. Вот. Когда он сейчас liveness пробы у него пройдут, это очень важно, чтобы прошли liveness пробы. Потому что если вдруг этот контейнер не стартанет, старый не удалится. Все, видите, старый был удален, и теперь у нас, видите, pending идет новый контейнер на worker ноде 1. И, соответственно, когда у него все пройдет, вот этот старый контейнер, который работает 23 минуты, он будет удален. То есть, обратите, пожалуйста, внимание, у нас deployment не удаляет все поды, а по очереди. Один запустился хорошо, старый удалил. Пошел следующий под. Новую замену ему запустился под хорошо, старый удалил. То есть такой rollout, да, то есть происходит rollout. И, соответственно, если у вас перед этими подами стоит какой-нибудь, не знаю, там прокси на входе, который делает раунд-робин между вашими подами, а у нас так, сейчас его нет, но потом мы с вами это добавим, то, естественно, у вас с точки зрения пользователя нет перерыва в работе сервиса. Ну что ж, давайте в командной строке посмотрим еще раз. Wall, get all. Что мы с вами увидим? Мы видим с вами практически ту же самую картину. Deployment 3 пода, но вот реплика set у нас уже 2 штуки. То есть одна реплика set, старая, которая была 25 минут назад создана. И есть реплика set новая, которая была создана вот только что. И, соответственно, в ней есть 3 пода, за которые она отвечает, а в предыдущей нет этих подов. Ну, как-то забавно получается, да? В общем-то, сейчас немножко порисуем. Итак, повторюсь. Значит, у нас deployment создал соответствующую реплика set. Реплика set создал 3 пода, стрелочки рисовать не буду, просто будет мусорная картина. Когда мы с вами изменили, собственно говоря, наш манифест пода,
поменяли там, соответственно, версию контейнера. Что произошло? У нас произошло то, что был запущен реплика-сет версии 2, V2. А что делает реплика-сет версии 2? Значит, деплоймент знает про все эти версии реплика-сетов, это нормально. Значит, что у нас происходит, когда у нас появляется версия 2, включается механизм rollout. Вы это все прекрасно видели. Значит, у нас запускается, ну давайте вот так, запускается какой-то новый под, когда он свою работу начинает, когда у нас сработали соответствующие пробы, в старой реплика сет под удаляется. Дальше запускается новый под, вот здесь, в этой новой версии реплика сет. Когда у нас сработали пробы, здесь удаляется. Следующий под, ну, соответственно, сколько у нас подов мы заказывали, столько у нас и будет, соответственно. Заработал, вот этот удаляется. Значит, соответственно, у нас вот эта реплика сет остается, она никуда не удаляется, но просто у нее нет подов. Значит, для чего это сделано? Для чего сделан такой механизм? Дело в том, что, видать, создатели Kubernetes предполагали, что вы будете делать откаты ревизий. Ну, допустим, по каким-то причинам, вот вы запустили новые версии вашего приложения, да, соответственно, у вас запустились тут новые контейнеры, какие-то разработчики у вас разработали. Они нормально запустились, они начали работать, но по каким-то причинам вы решили, что нет, нужно откатиться на предыдущую версию. И при помощи соответствующей команды вы можете сказать деплойменту, мол, откатись на предыдущую версию реплика сет. И произойдет, ну, обратный механизм, вот эти поды перезапустятся уже здесь, но с теми параметрами, которые вот были вот у этого шаблона подов. Понятно, да? Это как бы history revision, не знаю, ну, ревизии как бы версий приложений, которые вы сделали. Более того, когда вы измените версию контейнера в следующий раз, у вас создастся следующая версия уже V3. Соответственно, ваш деплоймент будет знать, и, соответственно, при этом все новые поды вот точно так же перетекут уже под контроль третьей ревизии вашего реплика сет, и он будет, в общем-то, управлять этими подами. И если вдруг вы захотите, то вы можете откатиться не на предыдущую, а, допустим, на эту ревизию реплика сет с запуском соответствующих подов. Вот такая забавная штука. Дело в том, что у нас вот здесь в манифесте реплика сет хранится темплейт пода. То есть не надо держать экземпляр пода, а вот здесь темплейт хранится, там все написано для того, чтобы этот под запустить. Вот так вот рассчитывали работать с деплойментом и реплика-сетами создатели кластера Кубера. По умолчанию вот таких реплика-сет может максимум 10 штук. Если вы создадите 11, то самая старая будет удаляться, да, чтобы не замусоривать Кубер. Но, честно говоря, 10 экземпляров это очень много, ну, не знаю, зачем столько хранить. По умолчанию. Поэтому я обычно ограничиваю. Есть такой специальный параметр, называется Revision History Limit. В деплойменте, прямо в спецификации деплоймента пишите Revision History Limit, двоеточие и количество, которое вы хотите там хранить. Я часто не прописывал, ну, на самом деле это делается вот здесь. Да, то есть мы вот прямо после реплика можем, давай, копируйся, можем прямо вот так вот сюда вставить. Я это сохранять в гите не буду, то есть если вы будете потом эти файлики скачивать, не удивляйтесь, там по умолчанию Revision History Limit нет, я просто как пример вам показываю, не более того. Вот, соответственно, мы можем сказать, сколько вот этих реплика-сет копий хранится. На самом деле за 5 лет работы с Кубером я ни разу не использовал этот механизм, и, честно говоря, я вот в ближайшем своем окружении не знаю ни одного админа, который бы использовал откаты реплика-сет вот на соответствующей ревизии. Зачем это делать? Ну, например, есть одна большая проблема. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Мы здесь с вами как бы нарисовали, да, deployment. У нас есть метки. И в том числе, видите, метка version 1.27.5. Хотя вот здесь 1.27.4. Почему я не поменял здесь на 1.27.4? Почему я не сделал вот так? Ну, давайте посмотрим, почему я не сделал вот так. Потому что если я сейчас попытаюсь применить вот так, ну, то есть, грубо говоря, у нас вот здесь все метки поменяются, да, изменения, то я получу сообщение об ошибке. Видите, поле is immutable. То есть, нам есть некоторые поля в манифестах,
которые нельзя менять. И в данном случае абсолютно верно, он immutable. Почему? Потому что, простите, мы здесь прописываем ссылки на объекты, которыми мы управляем. У нас висят репликассеты, в которых 1.27.5 прописано. Вот те самые репликассеты. А мы тут взяли и поменяли, и деплоймент не сможет правильно управлять. Поэтому есть защита от дурака, и многие вещи в манифесте изменять нельзя. Поэтому, если вы выкатываете новое приложение, новый контейнер, выкатываете новый деплоймент. Какие проблемы? Мы просто сейчас вернем, как было. Так, про эту ошибку я рассказал. Вот, мы возвращаем, как было, возвращаем к правильному нашему манифесту. Видите, я это сделал, и, соответственно, здесь у меня пошла обратная чехарда. То есть, видите, я поменял, опять же, имидж контейнера, и все нормально. Если бы я удалил деплоймент, то да, удалили бы все поды, а потом запустил новый деплоймент с новыми подами. Господа, с этим бороться немножко по-другому нужно, чтобы у нас было отказоустойчивое приложение, но это сейчас не тема нашего разговора. Теперь по поводу перезапуска приложения вручную, иногда такое необходимо. Например, у вас есть конфигурационные файлы, которые подключаются при помощи конфиг-мапов, и вы не предусмотрели некоторые вещи. Смотрите, немножко вперед забегая, мы можем подключать разнообразные тома, в том числе тома, диски, грубо говоря, да, всякие разные, в том числе там, где находятся конфигурационные файлы приложения. И есть одна особенность, что когда вы измените конфигурационный файл, то приложение у вас его не применяет. Вспомните тот же самый Nginx. Вот вы поменяли конфигурационный файл Nginx. Что, Nginx автоматом его применил? Нет, вы запускаете Nginx-T, проверить правильность конфигурационного файла, а потом делаете какой-нибудь systemctl restart Nginx, условно говоря. Здесь практически все то же самое. Когда вы поменяете конфигурационный файл, вам нужно, чтобы приложение начало его использовать. В подавляющем большинстве случаев, в 99 в каком-то периоде процентов, вам приложение нужно рестартануть. Для того, чтобы рестартануть приложение, нужно убить его под. Некоторые не очень разумные люди идут, например, в ту же самую линзу и тупо начинают поды убивать. Вот у нас есть какой-то под. Давай-ка я его перестартую. Как я его перестартую? А давай я его убью нафиг. Вот я его убил. Он терминейтинг, у нас же реплика сет следит за количеством подов, которые должны работать. Вот реплика сет его перезапустит. Это неправильное решение. Так делать не надо. У вас есть в командной строке соответствующая команда, которую вы можете использовать. Это kubectl rollout restart. Дальше вы указываете, в нашем случае это будет deployment, имя соответствующего деплоймента, которое нужно рестартануть. И вот в этом случае у нас происходит просто рестарт нашего приложения, без каких-либо тараканов. Все будет по фэншую, все будет как надо. Видите, не удаляется старое, а создается новое. Только после того, как он создастся, у нас, то есть rollout, там так и написано, rollout, restart. Вот это вот правильный перезапуск нашего приложения. И последнее, что я хотел сегодня рассказать вам про деплоймент, это стратегия вот этого перезапуска контейнеров. Дело в том, что то, что мы сейчас с вами видели, вот это забавное поведение, когда создается новый контейнер и только после того, как он заработал, удаляется старый, определяется стратегией. То есть поведение определяется стратегией. Значит, есть такое поле в спецификации нашего деплоймента. Привыкайте, да, можно через точку писать, как вот здесь. То есть, если писать в обыкновенном YAML, это будет спек двоеточие, внизу stretchity двоеточие, потом type двоеточие. Для того, чтобы не мучаться, вот так пишут в одну строчку, так можно. То есть, мы имеем такое поле у стратегии type, и вот по умолчанию у нас rolling update. То есть, вот этот вот перезапуск. Есть еще одна стратегия, она называется recreate. В этом случае deployment сначала убьет нафиг все приложения, а потом их по новой запустит. То бишь, будет перерыв в обслуживании. Вы знаете, я тут не зря написал «Привет любителям Python», потому что я такие фишки встречаю в основном, когда вижу приложения на Python, которые работают с базами данных. Там очень часто люди используют, что когда приложение на Python запускается, оно делает какой-то апдейт в базе данных, там таблицы, еще что-то, в общем-то, программистские какие-то штучки-дрючки. И нужно выключить все приложения, которые работали с базой данных, включить по новой, чтобы сработал вот этот вот апдейт, да.
Ну, почему-то пайтонисты очень любят. Хотя я, конечно, не все знаю, не все еще грани серого видел, но вот почему-то в Python очень много. И вот в этих случаях приходится действительно выключать приложение и включать. И в этом случае стратегия Rolling Update нам не подходит, потому что у нас приложения продолжают работать. И если там в базе что-то изменилось, эти приложения такую пругу начнут делать. Ну, в общем, подерутся. Поэтому можно использовать Recreate. Если говорить про Rolling Update, то мы можем управлять этим Rolling Update, как это происходит. У нас есть дополнительные параметры Max Unavailable и Max Search, не знаю, как по-английски это звучит. Max Unavailable. Значит, поле не обязательно, его значение по умолчанию 25%. Мы здесь указываем максимальное количество кодов, которые могут быть недоступны в процессе обновления. Ну, в общем-то, по умолчанию 25%. А Max Search это поле, которое тоже значение 25. Максимальное количество подов, которые могут быть созданы сверх желаемого количества подов. Давайте вернемся к нашей картинке, вот к этому Rolling Update. Где он тут у меня? Вот он. Вот. Мы вот нарисуем опять, вернем все взад, как оно было. Вот так вот. Итак, у нас с вами есть заказ на 3 пода. То есть у нас должно быть 3 пода, мы написали в deployment. И начинается Rolling Update. Для того, чтобы у нас Rolling Update сработал, у нас должна быть возможность создать больше, чем 3 пода в системе. То есть Max Search, мы говорим, больше 25%. Ну, там округление, всякая хитрая математика, да. Соответственно, для того, чтобы у нас сработал вот так, у нас этот Max Search должен быть определен. Он у нас определен, да, мы говорим, да, вот вместо 3 подов, на самом деле у нас 4 запустился. Это нормально. Ну и, соответственно, это нам позволяет делать. Есть еще, ну здесь мы это навряд ли увидим, ну, допустим, в Stateful Set там можно будет удалить под, а потом его создать. В деплойменте, по-моему, так сделать нельзя будет. То там у нас min available, то есть мы говорим, что у нас минимальное количество подов, которое должно быть. Ну, допустим, вот минимум там 25%. Таким образом. Соответственно, вот при помощи этих параметров мы с вами влияем на стратегию Rolling Update. На самом деле вы можете ничего не писать, ничего здесь не делать. Крайне редко я наблюдаю, что кто-то вот занимался Max Search и Max Unavailable, потому что оно и так неплохо работает, согласитесь. Это, пожалуй, все, что я сегодня хотел рассказать. Как вы понимаете, у деплоймента много разных параметров, там много разных фишек, но мы с вами сейчас находимся в начале пути. То есть у нас некие базовые вещи, которые мы должны в базе изучить, чтобы потом нам уже было понятно и легко работать с другими компонентами, с другими сущностями. А с деплойментами, ну да, потихонечку будем наращивать мясо, добавлять какие-то вещи к манифестам и деплоймента, и пода. Вы это потихонечку все дальше увидите. Но вот сейчас, на данный момент, в базе этого достаточно, чтобы продолжить дальнейшую работу. Ну, на сегодня все. Соответственно, увидимся в каком-то следующем видео.